Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kugasamokat.ru, официального представителя электросамокатов Kuga в России. Завод Geelong, очевидно, хочет отойти от звания дешевого китайского производителя и вовсю прислушивается к отзывам своих покупателей и разрабатывает новые, более мощные, крутые модели. И сегодня к нам приехал образец самоката, которого еще нет в продаже. И мы первые получили его для того, чтобы протестировать, сделать обзор и представить вам во всей красе. Встречайте! Kuga G2 Pro. По своему форм-фактору Kuga G2 Pro напоминает облегченный вариант G1 или G-Booster без сидения. Внешне они очень похожи, но у G2 Pro только заднее мотор-колесо мощностью 1000 Вт. Зато и весит эта кроха всего 25 кг. Бегать с ним я, конечно, не смогу, но поднять его на пару ступенек вполне возможно. Его длина составляет 120 см, высота в разложенном состоянии также 120 см. А максимальная нагрузка 140 кг. Аккумулятор емкостью 15 Ах с номинальным напряжением 48 вольт. С такими характеристиками самокат должен развивать максимальную скорость около 50 км в час и проезжать 40-45 км на одном заряде. Но максимальную скорость мы обязательно замеряем чуть позже, так что смотрите ролик до конца. За мягкость хода отвечают большие надувные колеса диаметром 10 дюймов, на которых уже установлены внедорожные покрышки, и рычажная эластомерная подвеска спереди и сзади, которая уже на порядок лучше обычной пружинной. Дорожный просвет составляет 17 см. Роль переднего крыла играет сама подвеска. Задняя тоже весьма специфической формы. Честно говоря, довольно спорный вариант, и думаю, часть брызг будет все-таки попадать и на самокат, и на ноги. Но, возможно, эту деталь еще доработают. Надежная тормозная система, состоящая из переднего и заднего дискового тормоза, с ручками, располагающимися на руле. Рулевая колонка складывается. Складной механизм такой же, как на G-Booster, надежный, с остальной скобой и закручивающимся штырем, который не допускает люфтов. Высота руля не регулируется и составляет 93 см от поверхности деки, что является вполне удобным для людей с ростом до 190 см. Чуть ниже складного механизма установлена яркая светодиодная фара. Можно сразу отметить ее минус в том, что при повороте руля фара продолжает светить прямо. Сзади небольшой стоп-сигнал, загорающийся при нажатии тормоза, а по бокам деки встроена красная диодная подсветка. Поверхность деки из приятного нескользящего резинового покрытия. Ширина деки 20 см. Я лично могу вполне комфортно разместить две ноги рядом. Длина около 50 см. А с учетом брутальной подставки для ног все 60. Провода у него не убраны в дополнительную оплетку, но они не болтаются беспорядочно, а аккуратно и надежно закреплены. Насчет дополнительной гидроизоляции сложно сказать, но посмотрите, как аккуратно через специальную прокладку заходят провода внутрь деки. Гнездо зарядки расположилось очень интересным образом. Сбоку на подставке для ноги в задней части деки. Забросать ее грязью при таком расположении представляется маловозможным, только если вы не встанете на нее прямиком из болота. Рукоятки руля не складываются и имеют ширину 63 см. Руль можно назвать достаточно широким, что придает самокату устойчивости и управляемости. На руле располагаются кнопки включения освещения, звуковой сигнал, который уже не назовешь тихой пищалкой, жидкокристаллический дисплей с информацией о скорости движения, заряде батареи, ее вольтаж, ампераж, общий пробег, показывает даже максимальную скорость за поездку. Но давайте уже посмотрим, как он ведет себя на дороге. Мощность мотора однозначно чувствуется при первом же нажатии на курок. На третьей скорости он очень резко срывается с места.
Могу сказать, что резина неплохая, не скользит и не буксует. Скорость регулируется рычагом газа под большой палец. Лично мне такое управление не очень нравится. Курком под указательный палец у меня получается управлять плавнее. К тому же, с учетом большой мощности, трогаться на третьей скорости без рывков у меня так и не получилось. Солнечный выходной день, люди повыползали на улицу, и сбивать на тротуарах есть кого. Хотя тормозная система мне безумно понравилась. Ручки очень удобные и очень мягко нажимаются. Перед поездкой мы ничего не регулировали. Задний тормоз был чуть слабее, и им можно было слегка притормаживать. А если нужно остановить самокат быстро, нажимаешь оба тормоза, и он останавливается с 30 до 0 практически моментально. Подвеска показалась лично мне жестковатой. Ощущения от поездки по асфальту и тротуарной плитке были, пожалуй, чуть жестче, чем на М4 и М4 Pro. Но, во-первых, у меня для нее совсем небольшой вес, а во-вторых, эластомерная подвеска со временем должна стать чуть мягче. То, что самокат отлично проезжает любые ямы и бордюры, я думаю, и так понятно. В условиях обычной городской среды мы просто не нашли для него препятствий, с которыми бы не справилась его подвеска. Но все же хочу обратить внимание на то, что электросамокат – это в первую очередь транспорт для обычных людей, а не каскадерский инструмент. Поэтому, когда на нем пытаются прыгать не с бордюров, а через бордюры и задевают аккумулятор, то у меня, честно говоря, кровь идет из глаз. С горками около 30-40 градусов, что по асфальту, что по бездорожью, самокат справляется также без надрывов. Конечно, для хрупкой девушки такой конь в городской среде не самый подходящий. На нем хочется выбраться куда-нибудь за город и кататься не по тротуарам, а по извилистым проселочным дорогам среди расцветающего весеннего леса. Разогнать его с райдером весом 95 кг у нас получилось до 55 км в час по GPS. И без защиты на таких скоростях уже стоит кататься очень осмотрительно. Как минимум, слезы текут из глаз и мешают видеть дорогу. Аккумулятор меня тоже приятно удивил. По всем горкам и кочкам нам удалось накатать на нем около 50 км на одном заряде батареи. И даже на последнем делении мы навернули еще кружочек по району. Но даже после этого он тихонечко довез меня до дома со скоростью 10-12 км в час. Так что оказаться где-нибудь далеко от дома с неожиданно севшим и выключившимся самокатом у вас не получится. В общем, все свои характеристики самокат честно отрабатывает. Каких-то особых недостатков найти у него не удалось. Максимум это два недочета. Первое – это резкий старт, который скорее всего настраивается в бортовом компьютере. И второе – это поскрипывание руля на кочках, который тоже должен устраняться. Ну и в целом он не особо критичный. Плюсом однозначно можно отнести все его ходовые качества. Это скорость, динамику, управляемость, тормозную систему. И все это при весе всего в 25 кг. То есть он не намного тяжелее, чем М4 Pro, но разница по динамике у них, как у трактора и Lamborghini. Так что я с нетерпением жду появления его в массовой продаже. А пока что подробности про него можно узнать у менеджеров нашего магазина по контактам, указанным в описании под роликом. Также хочу напомнить, что 20 мая наш магазин разыграет электросамокат S1 или S3 на ваш выбор. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно быть нашим подписчиком, открыть свои подписки, чтобы мы смогли это проверить, и оставить комментарий с желаемой моделью под вот этим роликом. Победитель будет выбран случайным образом из числа комментаторов. Так что желаю всем удачи! А с вами был магазин Kuga Самокат и я, Лена. Всем пока!